Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, перемены, развилка, конец июня, начало июля. И если мы об июне, то это Юпитер в раке, добрые энергии гармонии и эмпатии. И это на год. А если мы говорим об июле, то это Уран в Близнецах и ломка шаблона. И это на 7 лет. Давайте рассмотрим в нашем видео те направления, которые первое, когда вы что-то не видите или что-то для вас сейчас словно скрыто на будущее. И если мы говорим о ломке шаблона, тут правда могут быть такие, как быстрая информация какая-то, которую вы получаете, или скорые новости, реальность, которая обстановка вокруг вас меняется. И давайте узнаем, чего же вы именно не видите сейчас, не предполагаете, что скрыто и с чем это может быть связано. А второе направление – это та ситуация, которая присутствует в прошлом или в моменте сегодняшнем. И что вам нужно предпринять, увидеть, обратить внимание, чтобы потом жизнь пошла с правильной ноги. Итак, что же для вас, мои дорогие Весы, скрыто? Что вы сейчас вот не видите, влюбленные? Вы знаете, карта, сразу вам скажу, раз это как скрыто, это стало быть, что-то будет продолжено. Какое-то взаимодействие с конкретным либо человеком, ну, может быть, хотя тут именно люди проходят. И часто это личная жизнь или какая-то прежняя история касалась именно взаимодействия с кем-то. И сепарация только иллюзия. Может быть, вы уже пытались что-то как совершить или, может быть, даже уйти, выйти из каких-то отношений. А карта нам говорит, ну нет, тут, видимо, в силу разных причин. Но если мы про июль говорим, а мы именно с позиции, что скрыто, больше подразумеваем июль, ну, может быть, и окончание июня, когда какие-то отношения будут продолжены. Надолго или нет. Но мы тут не разрушаем. Мы просто идем вперед. Хотя вы будете чувствовать, я как на выборе. И, может быть, вам хочется выйти из какой-то ситуации быстрее, кстати. А все равно, видимо, обстоятельства так складываются, ведь это старший аркан, что что-то нужно продолжать. И быть великим дипломатом. Ну, это по вашей части. Так что же скрыто? По пажу чаш мы можем даже сталкиваться с такими темами, которые касаются ваших детей, ну, может быть, у кого-то и внуков, и вам, может быть, придется оказывать содействие своим детям, я такое вполне могу предположить, потому что влюбленные, ну, где-то могут говорить и семейные отношения, семейная пара, и у вас общие какие-то темы, дети, или даже с каким-то конкретным человеком у вас взаимодействие, а у него дети. Значит, вот детский вопрос, пусть это дети уже взрослые, да, и сами уже родители, но у кого-то это внуки, но явно есть, или для кого-то из вас это может проиграться как ваша какая-то миссия в участии именно подрастающего поколения. Если нет у вас детей, нет у вас вот какой-то такой подобной ситуации, по этой карте могут быть взаимоотношения с новым человеком. Но по пажу чаш это еще не зрелые отношения, это еще только какое-то начало. Может быть, и вы какого-то конкретного человека оцениваете, ведет себя как ребенок. Давайте посмотрим дальше. Что же для вас скрыто? А ведь и правда, мои дорогие Весы, вы можете испытывать некоторое дежавю. Может быть, и вы ничего подобного не планировали, это скрыто. И вдруг человек появляется опять на вашем пороге, вашей жизни. Может быть, вам напишет. Вы явно его знали. И вы уже этот выбор, может быть, сделали. И сейчас, как дежавю, выбор опять возвращается. И с одной стороны, вы понимаете, да, человек какой-то безответственный. Он быстро меняет свое мнение. Ему ничего не стоит дать мне какое-то обещание, а потом это слово не сдержать. По пятерке жезлов карта информационного хаоса. Или, если мы говорили только, да, о незрелых отношениях. Или человек вот более в таких инфантильных энергиях. Тут ведь тоже не понадеешься ни разу. С рядом выпавшей карты пятерка жезлов. Здесь человек может искать как каждый раз новое направление. Или быстро где-то переключаться с одних отношений на другие. И по этой карте он
это не происходит даже потому, что он какой-то там коварный план вынашивает. А нет, ему самому с собой сложновато разобраться, вот и такое. Но вы-то можете уже не доверять. Именно из-за вот этой инфантильности и ненадежности вы можете раздумывать, а стоит мне это продолжать или нет. Или конкретно человек возвращается, и что с ним делать? Вот и такой вопрос, что скрыто. 4 чаш, явно тут было какое-то разочарование. Может быть, это прежняя какая-то история любви, кстати, которая не сложилась, и вы этот выбор уже сделали. Как и человек может появиться, или, мои дорогие весы, здесь может и Вселенная посылать вам подобную персону, как своего рода экзамен. Может быть, карты все говорят, вообще ведь добрая карта, добрая энергия, но вроде как ситуация выбора. А может быть, и выбор-то никак не сделаешь, нет того как такового выбора. С одной стороны какая-то незрелость, а с другой стороны по 4 чаш это как, знаете, какая-то затянувшаяся пауза. Или когда человек, может быть, вы где-то ожидаете, что опять какие-то качели, или не приносит мне конкретный человек какого-то вдохновения, я сам или сама что-то не хочу продолжать. Вот интересно, что же скрыто? Всегда какая-то пауза, неопределенность. Может быть, у кого-то из вас даже сложится ситуация, когда хитрость человека, и вы будете думать, вот это тогда карта влюбленные, или ожидать где-то уже от человека подвоха и думать, был ли это действительно коварный план, или человек по наитию, по тому, что по своей незрелости, недопониманию как-то поступил некрасиво. Но по 7 мечей это карта вора, и вот нам буквально тут рука показывает человека, который забирает 5 мечей, 2 остается. Поэтому что-то вы тут не должны явно прошляпить. Держите руку на пульсе. А может быть, у кого-то из вас ситуация и в личной жизни вы как на выборе, но еще и на выборе по части работы. Все же эта карта подразумевает и одновременно то, что мы должны забрать свое. Что-то вы не должны упустить. Поэтому тут период такой, что скрыто. Вы столкнетесь явно с каким-то выбором, мои дорогие весы, и вам придется договариваться. Почему? Чтобы себе не навредить. Или на какое-то время даже продолжать отношения, какой-то дипломатичный диалог, неважно, личная жизнь или работа. Потому что свое. Есть какая-то часть вас, либо в прежних отношениях, либо, может быть, это контакты по работе, банально какие-то выплаты, но ни разу не замечтаться. Здесь и люди могут, кстати, где-то хитрить все-таки, я вижу. Может быть, и есть какой-то один человек, который незрелый, да, вот мы говорим, но есть и какая-то ситуация, видимо, с ним, когда уже о незрелости нельзя говорить. Всерьез нужно подумать о какой-то манипуляции. Всегда манипуляции идут. Так что же скрыто, мои дорогие? На кону деньги. Какая-то денежная тема. И, может быть, это денежная тема, которая будет продолжена для кого-то из вас. По части именно личной жизни я такое допускаю. Выбор между партнерами или выбор между работами. Может быть, между работами или как приходят деньги. У кого-то будет буквально работа там, когда вы ходите, работаете по найму. И ваше личное творчество, направление. Или, может быть, у вас 2 направления в творчестве, 2 направления в бизнесе или в каком-то личном деле. Но выбор есть, и он присутствует, хотя 6 монет – это очень добрая карта. Это карта помощи высших сил, и вообще это финансового успеха. Поэтому все то, что касается финансов, оно не требует где-то эмоций, мои дорогие. И я так вижу, какой-то выбор вам придется принимать холодной головой. И, может быть, даже на время с кем-то согласиться. И именно потому, что вы что-то не можете как будто сейчас осуществить. Вот эта карта сожаления может говорить о такой ситуации, когда вы-то уже выбор сделали. И вам уже эта ситуация ясна, как Божий день. Но вот именно сейчас, вот вы словно между вот этих 2 кубов, ни вправо, ни влево, вынуждены что-то продолжить. И вы как на стороже.
Это вы готовы, какой-то момент как будто присутствует, забрать свое, не отдать свое. И вы предполагаете, что у противоположной стороны есть тоже какой-то вот такой хитрый план. И тогда шестерка мечей, вы тут можете какой-то красивый такой пируэт совершить, правда, или для себя, так или иначе, найти способ, как решить какую-то финансовую ситуацию, мои дорогие весы. Но я должна сказать, есть возможность и помириться, к примеру. Может быть и так. Давайте мы с вами посмотрим на день сегодняшний или более ближайший, до конца июня. Что нужно успеть? Что требует вашего внимания, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? Что нужно успеть? С чем это связано? Может быть, это какая-то связанная между собой ситуация. Ну, точно. Что-то вас уже настолько замучило, мои дорогие весы, или чтобы глаза не видели, или вообще эта карта ведь усталости, или когда какая-то многозадачность, или много каких-то вопросов, когда буквально падаю от усталости именно по части работы, или много нерешенных тем, которые касаются работы, бизнеса, денег. Самое главное, по десятке жезлов где-то бросить эти 10 жезлов, хотя подразумевается, кстати, что у нас хватит, выносливости, сил физических, эмоциональных, но мы все равно себя словно уводим в тираж, мы себя обесточим однозначно. По десятке жезлов есть то, чему нужно уделить внимание. По этой карте мы себя часто оставляем на потом. Подумайте, что это может быть, что же нужно успеть. Какая-то многозадачность, правда, по шестерке чаш, карта ностальгии или прежних отношений. Здесь может быть какая-то путаница в взаимоотношениях между людьми. У кого-то это могут быть даже родственники, далекие родственники. Это те люди, однозначно, которых вы уже знаете определенный срок, причем знаете достаточно хорошо. Ужимки и прыжки, да, как в басне Крылова. Вы точно знаете, что ожидать, чего не ожидать, на что можно не надеяться, да, а вот на что надеяться, тут тоже непонятно. Тут как-то мог конкретный человек, конкретная персона показать себя не самой лучшей новой стороны. И, видимо, все-таки я тут вижу, что это будет продолжено. А ведь и правда. Здесь вы можете столкнуться с заявлением конкретного человека или предложением. Может быть и человек, сложно тут говорить. Вам тут по-разному, это точно. Кому-то из вас могут предлагать, словно в реку войти дважды, возобновить отношения, возобновить какую-то историю любви, а вы уже от нее устали. А для кого-то, вот я только что об этом говорила, хочешь, не хочешь, а вот как будто других вариантов нет, приходится пока соглашаться. И уже, может быть, и буквально, и глаза бы мои не видели, и уши бы мои не слыхали, а тем не менее, вот что-то приходится продолжать, потому что карта император. Император – это закон, это система. Значит, есть какие-то темы, когда либо вы от кого-то зависите, или вы зависите от закона, или быстро что-то не решишь. И мы вынуждены продолжать какое-то взаимодействие, это правда. И может быть этот человек, как несговорчивый император, сложный. Попробуй договорись, он на своей волне. У него есть два мнения, мое и неправильное. Но вам, тем не менее, все-таки с шестеркой чаш вы великие дипломаты. И вообще у вас две шестерки, посмотрите. Это как две подсказки высших сил. Сейчас на вашей стороне именно высшие силы, ваша судьба. И даже если вам приходится пройти по этому узкому фарватеру, основная задача себе не помешать, не навредить. И даже если какое-то, такое вот перемирие временное вы с кем-то заключаете или какие-то соглашения, я больше вижу, что вы все равно будете настороже, чтобы вовремя где-то отойти от прежних берегов. Но вот, видимо, какая-то ситуация, которая вынужденная, вас заставляет пока с кем-то взаимодействовать. Хотя вы-то от этого могли устать. Хорошо. А что же делать? Что же нужно успеть? Тем не менее, карта говорит о завершении. Может быть, это до конца июня вам нужно предпринять какие-то важные шаги, попытки. Знаете, тут, скорее всего, у вас будет еще очень хорошо работать интуиция.
Почему я так говорю? Вы уже чувствуете, как завершение какого-то процесса взаимоотношений. Чувствуете, что, да, возможно, сейчас звучат какие-то последние аккорды, но еще в июне это продолжается. Может быть, развязка наступит даже где-то в июле у кого-то, все-таки аркан влюбленные. Или, может быть, по какой-то прежней истории, которая уже несколько раз то начиналась, то завершалась. То есть, ну вот, вы уже от этого одним словом устали. Правда, вы тут будете делать выводы какие-то, но есть то, что, если мы говорим «завершается», это карта трансформации. Для кого-то это сложные трансформационные моменты, либо в личной жизни, либо это будет связано, может быть, даже с переездом у кого-то. Я такое вполне допускаю. Или выбором каким-то правильного направления. Правильным направлением по части, откуда к вам приходят деньги, да, с учетом и этого, вот этих всех планетарных транзитов, что-то подобное, как новость, как какая-то конкретика вас может поставить перед фактом, и вы будете решать вопрос, а что мне с этим делать, как мне себя перестроить или вообще свою жизнь перестроить. Но все же карта уже на конец июня говорит о какой-то ситуации, которая сама по себе завершается. Может быть, не резко, не в один момент, не в один день, с каким-то еще последующим продолжением. Поэтому и от вас вот все эти действия потребуются. Все то, что я говорила, уже не повторяюсь. И вот интересное трактование, надеюсь, это видно по этой карте. Мы словно входим в темный лес и видим вот на тропинке навстречу нам выходит лошадь. И эта лошадь, она словно призрачная, она не конкретная, она смотрит нам в глаза. И мы замираем на какой-то период, столкнувшись с чем-то совершенно непознанным, совершенно непонятным. И какие-то события, лошадь – это события, это темп жизни. Нам говорят, тебя ждет впереди. Ты еще столкнешься с чем-то непознанным. Но для тебя сейчас, просто знай, какой-то прежний жизненный этап, он уже завершается. И даже если вот эти деревья выглядят безжизненными, нам прорисован зимний лес, одинокий лес, то это только зима. Наступит весна, и все деревья, все живое вокруг расцветет. Вот такую философию содержит именно карта «Смерть» в этой колоде. Ладно, поэтому все то, что я говорила, то действительно каких-то очень важных вопросов у вас может касаться. Так что же вам нужно успеть? Правосудие. Вы знаете, может быть, вам очень важно прямо вот как по правосудию, по карме, по судьбе. От чего-то все-таки вот не сразу отказаться, а перевести вот в тот самый баланс, который по карте соответствует закону. Или по закону что-то переложить, может быть, на какой-то законный вариант ваши отношения, пересмотреть, к примеру, если личная жизнь, брачные договоры, контракты, да, вот это вот пересмотреть. Или, если прежде были слушания в суде, медиаторство, мои дорогие. Вот здесь лучше медиаторство, чем до какого-то края доводить. Карты тогда будут говорить однозначно. Да, уже что-то завершилось. Но чем меньше ты потратишь вот время на доказательства, чем быстрее ты какое-то соломоново решение примешь и будешь при этом реалистом, тем больше энергии для себя сохранишь, а главное – возможностей. Тебе, в принципе, дипломатия помогает, но эта дипломатия должна быть направлена, мои дорогие весы, в отношении вас самих. Не через ваше где-то соглашательство или быть удобным, а здесь нужно красиво. Направьте, правда, у вас ведь волшебные какие-то силы, ну, качества, присущие вашему знаку зодиака, даже с несговорчивыми императорами весы могут договориться. И причем для себя сделать что-то во благо. Вот я так вижу, вот нужно успеть что-то подобное сделать. И, может быть, тогда закон вас бережет. Тогда и вы будете более уверенным чувствовать. Буквально какая-то бумага бережет, документ бережет. Читайте то, что вы подписываете, что вы или на что вы соглашаетесь. Но здесь может быть какой-то дежавю по отношениям, опять же. Здесь ведь, если закон кармы, то то, что из прошлого вами сделано хорошо, словно возвращается. Может быть, в виде помощи других людей.
Даже я такое допускаю. Но если мы где-то там в прошлом наследили, то теперь или сделали что-то неправильно, нам приходится исправлять. И вот здесь нужна и дипломатия, умение договориться тоже, согласитесь, как-то так, что нужно успеть. Реально нужно успеть. Обратите внимание, в этой колоде карт нам башня показана. Перекос явный, да? Как будто фундамент, вот он такой маленький, а верхняя часть, она не может существовать долго. Поэтому действительно какие-то перемены. У кого-то из вас перемены связаны с переездом, перемещением. И как будто другого варианта нет, мои дорогие. Или, меня смотрят люди из разных стран. Для кого-то из вас ведь это башня, это, знаете, как заточение, потому что первые карты классические. Второе, это была тюрьма, прообраз. И мы думали, что это наша цитадель и крепость, а на самом деле это нам только так казалось. И вот этот перекос, уже какая-то ситуация шла к тому, что она должна быть завершена. И вот эта трансформация неизбежна. И мы не должны где-то не терять ни минуты. Потому что нам словно высшие силы дают подсказку, приготовься к тому, что тебе придется, возможно, быстро куда-то отправиться. Пусть для кого-то вверху аркан император. Это будет инстанция или чиновник. Что-то вы будете согласовывать. Может быть, к юристам отправитесь, уточнять. Но на вас, мои дорогие весы, вторая половина, до конца, одним словом, июня, на вас влияют и еще и обстоятельства. Давайте достанем карту «Совет». Что же для весов? Карта будущего. Вам отсюда в будущее. Поэтому карта дает совет, ты должен видеть на пару шагов вперед, как минимум, в перспективе. Возможно, тебе придется взаимодействовать еще какое-то время с тем, что ты сейчас уже готов закончить сам. Но, видимо, пока не время. Или есть те темы, которые вы пока еще не закрыли, вот пока смотрите это видео на момент просмотра. И нужно вот успеть уделить этому вниманию, чтобы в последующем из прошлого не было сюрпризов. Но сделать это как-то красиво и элегантно. Одним словом, задать себе вопрос. Кого вы видеть хотите с собой рядом в будущем? Какое качество жизни вы хотите получить? И насколько вы готовы углубиться, может быть, в изучение какого-то проекта? Насколько смело вы где-то готовы перестраивать свою жизнь? Все-таки у вас два серьезных старших аркана. Но, тем не менее, карта говорит, все равно будет что-то меняться. И чем быстрее ты увидишь вот эти предпосылки в реальности, по сути дела, у вас три старших аркана. Если мы говорим император, закон, смерть, но это не про смерть, я надеюсь, все правильно понимают, а это про завершение, трансформацию. И карта башни ведь это тоже трансформация. У вас дважды как будто, 4 старших аркана, извините, еще и правосудие. Как будто какая-то ситуация, которая у вас достигает кульминации в июне. Она вам была по судьбе. Но тут не просто окончание, а это и начало чего-то нового. Перезагрузка, развилка, мои дорогие. И аркан влюбленный тоже о переменах. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. И я благодарна за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мое видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.